Здравствуй, с тобой Сахар. Вместе с вами мы прошли «Улыбнись для меня» на все концовки и посмотрели все диалоги. А в этом видео мы разберем главного персонажа и антагониста доктора Хэббита. Smile for Me — это первая Nod and Shake инди-игра, созданная двумя студентами-разработчиками и посвященная тому, чтобы сделать людей счастливыми. UDM — экспериментальная работа. В игре используется классический point-and-click от первого лица с добавленной изюминкой. Главный герой общается с персонажами, кивая или качая головой, отвечая на разговоры с широким кругом персонажей. Перейдем к сюжету. Smile for Me. Вы оказываетесь в оздоровительном центре Habitat, который находится за пределами некого города, основателем которого является доктор Хэббит. В своих рекламных роликах он пообещал вернуть улыбки и принести конец всем бедам. Грустные горожане поспешили присоединиться. Однако теперь доктор объявил большое событие по очистке Хабитата, и ее жители могут оказаться в опасности. Вам предстоит докопаться до сути этого загадочного курорта и помочь этим грустным горожанам обрести улыбки, пока не стало слишком поздно. Борис Хэббит. Обычно его называют доктор Хэббит. Как создатель и надзиратель Хабитата, его главная цель — привлечь как можно больше отчужденных, травмированных или иным способом несчастных людей для большого события. Кроме Хэббита здесь работает также Гиллис Сока в качестве охранника-вышибалы, Джиматан Боч в роли бармена и уборщика, а также мы. Здесь нас называют цветочным ребенком. Наша задача — просто доставлять цветы. Первоначально в рекламе на веб-сайте и в первом видеоролике социальной рекламы доктор Хэббит показывает себя счастливым и заботливым человеком. Тем не менее, он достаточно неестественен и выглядит достаточно странно, особенно из-за своей эксцентричной речи, которая включает в себя множество опечаток, неправильную грамматику и смайлики. Когда мы подбадриваем их обитатцев, доктор Хэббит постепенно становится более тревожным и пассивно-агрессивным, говоря, что делать людей счастливыми должно быть только его работой, а наша задача просто дарить цветы. Он быстро начинает себя вести ревниво и холодно, выделяя в своих видео нас с угрожающими сообщениями в качестве наказания за то, что мы дали хабитатцам ложную надежду. Он неоднократно упоминает большое событие, как то, ради чего жители Хабитатии должны беречь свои улыбки, и даже призывает жителей зацикливаться на своих депрессивных мыслях или усугублять их, чтобы бороться с распространяющимся счастьем. Однако помимо своей мстительности, он также очень трепетно и чувствительно относится к своей работе. Сталкивая своих будущих жертв, его глаз пал на Тиффани Вебер, местную певицу, и ему захотелось ее заполучить. Поэтому он развесил объявление о поиске прекрасной певицы с крутыми красными очками. Трудно не заметить сходство. Тиффани купилась и подписала контракт с Борисом, несмотря на то, что он был вручную им написан, обклеен блестками и залит огромным количеством клея. По этому контракту она должна была петь его слегка переписанные детские песенки. Да, это вообще не серьезно, но Тиф не смогла разорвать свой контракт с Хэббитом из-за того, что он рыдал всякий раз, когда она пыталась бросить курить или отвергала одну из его песен. Было ли это реальными срывами или актом манипуляции, предстоит только интерпретировать. Несмотря на его пугающие методы, Камал описывает Хэббита крайне слабым и ранимым, особенно когда дело касается зубовидной лилии. Он очень одинок и ненавидит себя. Он даже не скрывает удивления, когда мы предлагаем стать его другом. Хэббит одержим зубами и показывает, что истинная цель Хабитата состояла в том, чтобы использовать Марту для создания газа, а затем украсть зубы хабитиканцев, пока они находятся под его воздействием. Неясно, это все было для того, чтобы он мог имплантировать их себе, чтобы стать биологическим оружием счастья и улыбок, или имплантировать их другим, чтобы заставить больше людей улыбаться. В конце игры у нас стоит выбор: ударить его и скинуть с балкона прямо в рот Марты, где он погибает, пройдя игру на плохую концовку.
подарить ему поцелуй и выйти на нейтральную концовку спастись самому. Либо вырастить его дорогой цветок, который навеет воспоминания из детства и пробудет в нем его первоначальные чувства и мысли. Таким образом, каждый будет спасен и счастлив. Я всегда стараюсь найти причину поведения таких людей, поэтому предлагаю рассмотреть всю жизнь Бориса Хэббита от начала до сегодняшнего дня. Борис Хэббит родился 1 января 1957 года, что делает его 66-летним козерогом. Разработчики Yuga, Day и их друзья из Team Egg большие сторонники идеи о том, что Хэббит трансгендер. Тут картинка его с бородой, он с детства называл себя Борис, затем просто Б. Хэббит, затем смайлик. Может быть, кстати, Борис теперь не Борис, а, не знаю, Барбара, например. У них была прямая трансляция вопросов и ответов. В нем создатели обсуждали, что они не могут придумать причину, по которой какой-либо персонаж не может быть интерпретирован как транс. Да, звук в трансляции был так себе, я правда пыталась расслышать их слова как могла. В общем, некоторые там напились слишком сильно и порой несли легкий бред. Но суть в другом. Авторы говорят нам самим интерпретировать персонажей. Как мы их хотим видеть, теми они и будут. А вообще у Хэббита все произношения. Хэббит всю жизнь вел дневник. Его историю мы можем узнать лишь по единственным сохраненным страницам из его дневника и его твиттеру. Неизвестно, в какой стране происходит действие, но по заявлениям авторов у Бориса русский акцент. С детства он увлекался садоводством и с особой привязанностью и любовью к растениям вот этого вот названия, также известным как Tooth Lilies, ну или зубовидная лилия. Хэббит всегда был терпелив и предан тому, что любит. В детстве он находил время и достаточно заботился о том, чтобы его лилия росла. Плакаты, разбросанные по Хэббитату, также созданы им самим, а сам Хэббитат служит примером того, как далеко он готов зайти ради того, что ему не безразлично. У его родителей была неблагополучная жизнь. Малыш Хэббит описывает их как грустных людей, которые все время гримасничают. Родители его оба были врачами, часто проводили время на работе, а на Бориса времени не хватало, поэтому он воспитал себя сам. Быстро найдя хобби, он нашел смысл своей жизни в счастье и в улыбках. Безгранично добрый ребенок заботился не только о цветах, а в первую очередь о самых близких, своих родителях. Но зря, оба они были токсичными. Поэтому Хэббит получил от них лишь травмы и нарциссическое расстройство личности. В его первой записи в дневнике мы узнаем, что оба они настаивают на том, чтобы их сын стал врачом, полностью игнорируя его желания. Основными причинами нарциссизма, кстати, является как раз-таки игнорирование личности ребенка в детстве, а также навязывание ему своих желаний, что они и сделали. Конечно, Хэббиту пришлось стать доктором, но у него вышло вытянуть компромисс. Он мечтал дарить людям улыбки, и у него это почти получилось. И позже доктор Хэббит становится своего рода врачом-дантистом. Кроме мерзкого отношения к своему ребенку, к нему применяли и физическое насилие. На крыше Хэббитата мы видим сюжет, описанный в его дневнике. В один из дней, когда 10-летний Хэббит растил для своих родителей в подарок лилию, вдруг его знак внимания наконец-то сменит их хмурые лица на улыбчивые. В его комнату вошел отец, пьяный. С садистской улыбкой он избил Хэббита. Ссадины, кровь из носа и первый выбитый зуб стал последней каплей. Было ли это связано с тем, что его отцу не нравилось женское поведение мальчиков? Или у его отца была более конкретная причина? Тем не менее, ущерб, нанесенный его отцом, был впечатляющим. Малыш Хэббит написал, что его лилия пострадала, как и его улыбка. Также он обвиняет и свою мать в инциденте, даже если ее собственные действия не были записаны. Как минимум то, что она позволяла такое делать со своим ребенком. Хотя, может, она вовсе об этом не знала. Мы ни разу ее не увидим и не услышим про нее. Возможно, потому что она всегда была на работе или была созависимой. Женский алкоголизм гораздо страшнее. Кстати, кроме зубов, он обожает волосы. Просто посмотрите. Воспоминания. Я нашел талантов, показывая свои пышные волосы. Мне 10. О, у тебя слишком много волос, говорят они. Отрежь их, они говорят. Но где они, когда я готовлю волосяные смузи?
не покупают. 2 стакана молока, 1 стакан волос, еще 6 стаканов волос, волосы для вкуса и немного любви. К тому времени, когда он достигает возраста употребления алкоголя, их сын все еще писал, что хочет, чтобы они улыбались, а не грустили. Тем не менее, он также написал в той же записи, что это несправедливо, что грустные люди, такие как они, имеют полный набор зубов. Это мышление и является одним из мотивов, побудивших доктора Хэббита создать Хабитат. А это означает, что токсичное поведение его родителей является огромным фактором его собственной токсичности. Воспоминания. Школьная поездка на фабрику хлебных крошек. Я пью кошек. Мне 14. В средней и старшей школе над Хэббитом также издевались другие дети. Например, Марта, девочка, которая насмехалась над ним сразу после ситуации с отцом. К тому времени, когда Борис поступил в колледж, он продолжал наблюдать грусть вокруг себя. Поскольку он преследовал докторскую степень, он был не в восторге от антиста. Видимо, из-за чего многие пациенты с криками от него убегали. Интересно, почему? Ведь рост Хэббита 223 сантиметра. У него фетиш на зубы, а его руки такие большие, что печатать без ошибок просто не получается. Согласно страницам из его дневника, он решил официально оставить практику в октябре 1988 года. К этому времени он очень огорчился из-за отсутствия зубов, зайдя так далеко, что описывал грустных людей с полным набором зубов, как забирающих все хорошее – зубы. А вы знали? Нет причин людям иметь столько зубов. Одного большого достаточно. Хотя неизвестно, что Хэббит делал между 3 и 4 страницами дневника, через некоторое время после ухода из стоматологии он начал мечтать о создании курорта самопомощи. Зарплата дантиста так высока, и это один из способов заработать достаточно денег, чтобы финансировать и поддерживать Хабитат и его многочисленных жителей в течение неопределенного времени, пока Хабитат открыт. Прошло почти 10 дней с момента, как вы присоединились, и я слышал каждое слово, и я очень благодарен. Немного отдыхаю, но моя работа никогда не готова. Спасибо вам, ПХ. Следующие 2 года он потратил на строительство и рекламу Хабитата как место, где выздоравливают грустные люди, и начал красть зубы. В какой-то момент между созданием Хабитата и началом игры Хэббит уничтожил большую часть своего дневника и спрятал оставшиеся страницы вокруг, которые, естественно, позже были найдены различными обитателями. Каждый в какой-то степени презирает доктора Хэббита за то, что насильно заставляет улыбаться, за оскорбление, за ужасные условия на кухне, или из-за того, что он самоутверждается за счет других. Например, Рэнди, который мечтал пахнуть огурцами. И так как у Рэнди очень четкий нюх, Хэббит для него пахнет конфетами и монетами. Как нам уже известно, такой запах обычно определяется веселящим газом, а также запахом крови, в которой очень много железа. На вкус как монеты. Так и есть? Или со мной что-то? Также неизвестно, когда именно он нанял Камала и Валаса, и как много они знали о его плане. Однако в какой-то момент Хэббит настолько начал насмехаться над ими обоими, что они покинули свои позиции и спрятались от него. Пациенты с нарциссическим расстройством личности переоценивают свои способности и преувеличивают свои достижения. Они верят, что они лучше других, они уникальные и особенные. В конце игры Хэббит хочет помириться со всеми и просит, чтобы мы были на связи. Быстрое изменение его взгляда на них может означать, что он действительно не ненавидел флориста. Родители доктора Хэббита были ведущим фактором его нестабильности. В конце концов, он становится владельцем цветника, как и обсуждалось в эпилоге, а также мирится со всеми посетителями Хабитата, и в том числе с Камалом. Некоторые люди спрашивают меня, почему меня не посадили в тюрьму за мой коварный план украсть зубы? Ну, я эпичен и красив, и я извинился. Брокколи-малец продал мне очки ночного видения. Вау, какие технологии! Я вообще ничего не вижу. Я постоянно врезаюсь в стены. Очень маленькая девочка с плащом только что назвала меня ходячей подборкой кринжа.
Есть еще больше безумно интересной информации в книге, но у меня нет денег, чтобы ее купить. Вот она. И она безумно интересная. Можете ее заказать, а я буду вам завидовать. У Хэббита есть официальный твиттер. Доктор часто бывает в интернете и разбирается в веб-разработке и социальных сетях. Поэтому многие факты я узнала именно оттуда. Вот, кстати, его электронная почта, можете ему написать. Как я уже говорила, у Хэббита слишком большие пальцы. Он образованный, правда. Он просто не попадает по буквам, поэтому у него такой характерный стиль письма. Да, он психически нестабилен, но он забавный, поэтому я прочитаю интересные твиты, которые больше его раскрывают. Уверена, вы этого не знали. Например, то, что его любимый цвет оранжевый. Мои пальцы такие острые. Почему? Кстати, может быть, он их использует вместо инструментов? 15 февраля 2020 года. Моему любимому ассистенту ты прекрасен, не знаю, я люблю тебя. Я выпрямлял свои волосы лишь однажды. Путание спрятала за доской, и Камал спотыкался от них. Поэтому я не делаю так больше. Каждый раз, когда ты закрываешь глаза, я подбираюсь ближе к тебе, но не намного. Спустя час тебе становится скучно. Ты покидаешь комнату, а я передвинулся всего лишь на 15 сантиметров. Все, что я хочу на день рождения, это твои 2 передних зуба. Шучу, я так больше не делаю. Я могу протискиваться под дверьми как жидкость, но не делаю так, потому что Камал говорит, что это огорчительно быть свидетелем. Я не знаю мистера Этеля лично, но ему нужно не лезть не в свое дело. Управляй куклой, Камал, или Борису придется сделать это снова. А вы знали, что все цветы съедобны? А помните, когда 3 гаджиллиона людей выпнули меня с балкона и я умер? Это было ужасно. Камал обеспокоен мной, потому что я чищу зубы 4, может 60 раз в день. Но извините, что я здоров и идеален. Камал просит перестать класть грязь в дуршлаг, чтобы находить червей, друзей червей. Кто-то у него спросил: доктор Хэббит, а у тебя есть медицинское образование? У меня есть миссия. Кошмар, ну как можно вообще на него злиться? Он же такой, я не знаю, как его назвать. Он псих, он не осознает то, что он вообще сделал. Так вы никогда не строили огромный рот из металла и не приглашали 23 незнакомцев потусоваться с ним? Мне нужен новый ассистент, мой сложный. Принял участие в соревновании по оригами, и меня дисквалифицировали за то, что я играл роль бога. Я не ношу очки. Если мне надо что-то лучше увидеть, я лучше прижмусь к этому лицом. Однажды ласковый цветочный герой научил меня моим ошибкам и спас хабидиканцев из моей хватки. Затем, год спустя, ко мне на почту пришло такое письмо. Я всегда буду помнить эту переписку. Что это была за переписка? А вы это узнаете потом. Вот.